В этом видео я сделаю короткометражку, используя только искусственный интеллект. А это означает, что сценарий, иллюстрации, видео, музыка, озвучка – все будет сделано с помощью искусственного интеллекта. Единственное, что я буду использовать не AI, это именно сам монтажер, монтажную программу. Хотя в ней тоже уже встраивается искусственный интеллект. Смотри, на что способен ИИ. Видео будет чисто экспериментальным. И если тебе понравится, ты тоже сможешь сделать свою короткометражку. Первое, что я сделаю, это я захожу в чат GPT, чтобы он написал сценарий к нашему фильму. Я дам ему одно направление, но хочу, чтобы он даже саму идею сам сгенерировал. Еще одно единственное но, то, что ему важно сказать, чтобы он нам написал сценарий без диалогов, потому что технологии еще не дошли до такого высокого уровня, чтобы можно было с этого слепить и сделать короткометражку. А у меня будет наратор. Я хочу снять короткометражный фильм длиной около 60 секунд. Концепция фильма заключается в том, чтобы роботы и люди придумали что-нибудь смешное. В фильме нет диалогов, весь фильм будет озвучен диктором, voice-over, который будет рассказывать историю. Пожалуйста, сгенерируй сценарий для диктора, который будет читать эту историю. Для каждого кадра в вышеупомянутом фильме дай более подробное описание самого кадра. Включи как можно больше подробностей об обстановке и любых объектах или людях в кадре. По-моему, все очень четко. И поехали! Он написал за несколько секунд нашу историю. Здесь он сразу же написал наратор, то есть что будет говорить наратор, и какой будет шут, и сколько он будет длиться секунд, что уже очень сильно упрощает нам жизнь. Поэтому спустя полминуты сценарий готов. Ничего видоизменять не будем, хочу сделать максимально ИИшное видео. Теперь переходим к созданию видео. Здесь есть очень много вариантов, как это сделать. Первый вариант – сгенерировать все картинки в Midjourney. Это приложение для генерации картинок. А потом эти картинки оживить в LeiaPix. Приложение, которое оживляет картинки. Или сделать, конечно же, все в Stable Diffusion. Или можно использовать тот же Kyber, который мы любим. Я буду использовать первый и последний метод для эксперимента. Создаем картинку Midjourney. Современная квартира на рассвете, наполненная передовыми технологиями. Боб, мужчина лет 30, с взъерошенными волосами, полусонный, входит в комнату. За ним следует Арт. Гладкий, человекоподобный робот. Окей. Заходим в Midjourney, вставляем наш весь промпт. Вначале я попробую весь промпт, если не сможет, буду понемножечку, чтобы у нас было несколько кадров. Смотрим, что получилось. Короче, он в этой картинке сделал робота как человека. Я бы, наверное, сохранила какую-то из этих картиночек и ее визуализировала дальше в Кайбере. Но давайте вторую попыточку дадим все-таки еще раз. Или попробую растянуть вот эту. Попробую я первую раскрутить пока. Хочу сделать ее больше, потому что это похоже. Кстати, он нормально растянул. В принципе, четвертая картиночка вроде бы ничего, да? Сохраняем эту картинку. Мне же интересно, получится, не получится. Следующее, шот второй. По такому же принципу идем в Midjourney, Imagine, вставляем наш промпт. Единственное, что назовем не арт, а робот, потому что он не поймет, кто такой арт. И у нас будет AR 16:9. Смотрим, что будет получаться. Что это такое? В общем, как я и думала, будет очень сложно, чтобы человек и робот были всегда одинаковыми. Будем пробовать и пробовать и пробовать, пока не будет что-то хотя бы похожее. Так как в предыдущей картинке не было супер понятно, кто наш Боб, поэтому, в принципе, можно сгенерировать еще раз, но в следующих картинках нужно будет, скорее всего, вставлять картинку Боба, чтобы он пытался хоть чуть-чуть повторить. Я попробую разделить эту картиночку на две части, а потом у нас будет человек, который на это будет реагировать. Нет, нужно все-таки пытаться сделать их вместе. В общем, сейчас я буду просто экспериментировать с промптом, как-никак, чтобы получилось хоть что-то. Еще вариант сделать так, чтобы он показывал картинки спиной. Тогда мы не будем видеть лица мужчины, соответственно, в некоторых кадрах это будет очень сильно даже простительно. К примеру, вот этот кадр мне нравится, он в нашем стиле. Я сейчас сделаю его большим и использую его для каких-то кадров. Также буду использовать вот этот кадр, потому что тут как робот делает кофе, соответственно, чтобы сделать это поинтересней. И буду сохранять все эти картиночки в нашу папочку «Фильм». Блин, вот это крутая, но нужно будет в картун стиле сделать. Я сейчас попробую ее изменить и добавить больше картун стайл.
Саня, тут с Midjourney можно сколько угодно экспериментировать, можно добавлять разные промпты, можно все время писать один и тот же промпт по стилю, чтобы он был единого стиля, можно вставлять похожие картинки, чтобы он добавлял этот стиль. То есть тут уже просто можно будет играться и играться. Вот, и сейчас совершенно другое дело. И если, к примеру, у нас получилась картиночка, которая нам нравится, но не в том стиле, в котором у нас будет весь фильм, мы, соответственно, копируем ту картиночку, в стиле, котором мы хотим. Мы вставили ее, и у нас уже получилась эта же картинка, только в нашем стиле. И вот по такому принципу я сейчас буду делать все оставшиеся картинки для нашего фильма. После того, как наши все картинки готовы, я теперь приступаю и захожу в Kyber и буду генерировать с них видео. Нажимаю Create Video, и здесь у них появилась функция, можно начать с начальной картиночки. У нас вот эта начальная картиночка будет как за начало идти. Можно даже добавлять музыку, потом сгенерируем. Но пока начнем с картиночки. Я вставляю тот же промпт, что мне сгенерировал Midjourney, выбрала Style Cinematic, и будем делать видео. Create Video. Видео у нас будет 5 секунд, и у нас будет Zoom Out. По такому же принципу я сейчас сделаю все остальные кадры, чтобы не загромождать видео. Но у Kyber появилась новая функция. Оно может генерировать видео вместе с музыкой. Соответственно, нам нужна для этого музыка. Музыку я буду генерировать для нашей короткометражки, используя другую нейросеть, называется Mubert. Мы уже о ней наслышаны, поэтому все знаем. Заходим на Mubert, и здесь нам нужно придумать, какой стайл музыку мы хотим. Для этого мы спрашиваем у чата GPT, какая музыка нужна для этого фильма, какие стили. Оно предлагает даже для каждого шота разную музыку. Ну, это что-то за грани фантастики. Давайте пробовать. Копируем Soft Electronic, переходим на Mubert и пишем наш промпт Soft Electronic Ambient. Duration давайте напишем, 10 секунд на всяк пожарный. А у нас первый шот занимает 5 секунд. Давайте 10, чтобы можно было с чего повыбирать. Generate Track. Слушаем. Давайте еще нибудь другой какой-нибудь выберем, потому что все-таки не так сильно подходит. У Mubert появилась новая функция, здесь можно вводить промпт, поэтому я введу полностью промпт, что нам сказал чат GPT. Посмотрим, что из этого получится. Слушаем. Ну, какая-то она немножечко страшненькая. Но, в принципе, вот эта первенькая, возможно, лучше всего подходит. И по такому же принципу я буду генерировать всю оставшуюся музыку. Здесь в Mubert, когда вы скачиваете музыку, если вы постите ее на YouTube, то можно будет запостить ваш канал, и тогда он уберет copyright claim. Кстати, это очень удобно. Копируешь ссылочку на свой канал. Здесь в Mubert можно вставить свой канал, и после этого continue. То есть он будет знать, где она будет использована. Скачиваем, открываем этот zip, распаковываем. Сейчас в Kyber мы добавляем сюда эту музыку и Create Video. Смотрим, что получилось у нас в Kyber. Ну, в принципе, неплохо. Особенно переход, когда Боб сидит, а робот над ним стоит. Использовать, я считаю, что можно. Здесь еще можно использовать его, чтобы улучшить качество. После того, как наша музыка сгенерирована, у нас есть картинки, у нас есть видео, осталось одно из очень немаловажных действий, а это именно озвучить нашего наратора. Озвучивать я буду в другом приложении, называется Resemble AI, так как там можно сделать такой более нашумевший, такой шепотливый голос. Мне кажется, будет круто. Посмотрим. Заходим в Resemble, и я здесь пишу Short Film, первый шот, чтобы можно было по шотам определять. Создаем клип. И сейчас с чата GPT копируем первое приложение наратора, вставляю его сюда и выберу какой-нибудь голос. Выбираем наратора и слушаем. О, мне нравится этот голос. Добавляем. И сейчас мы его будем выбирать. Добавляем Джоша и слушаем, что получилось.
Let's call him Bob. And one AI robot. Let's call it ART. Have an unusual friendship. В принципе, мне нравится. Здесь можно добавить, и мы сейчас по такому же принципу добавляем весь оставшийся диалог. Можно, в принципе, добавить все в одном предложении, но я хочу добавить отдельно, чтобы, если что, потом видоизменять этот голос. То есть где-то, может быть, паузу добавлять, либо, может быть, как-то делать побыстрее его голос и так далее. Все слова добавлены. Здесь хочу добавить больше эмоций, сделать его больше счастливей. Послушаем. It's not about perfection, but companionship. Even if your companion is a clumsy robot named ART. Вот, так мне нравится намного больше. То есть я его сделала немножечко счастливее здесь. У нас некоторые изменения. Я 5 часов делала картинки, потом пробовала что-то с ними сделать и решила немножечко изменить концепцию. Я все картинки сделала в Midjourney. Некоторые картинки я оживляла в Leia-Pixie, чтобы они немножечко были живыми, чтобы я делала такие переходики плавненькие. И некоторые, там, где мне не хватало разных действий, я уже оживляла в Kyber, чтобы он их как бы такие делал переходики живые. И сейчас все вот эти 3 вида картинок у нас будут статические в Leia-Pixie и в Kyber. Я буду вместе соединять. Еще произошли изменения, я решила все-таки сделать один трек на все видео, так как это коротенькое видео и много треков сразу, было очень хаотично и было максимально некрасиво, поэтому все-таки оставила один трек. И все, теперь пока у меня все картиночки готовы, видео готово, озвучка готова, мы переходим в Premiere Pro, чтобы это все соединять. Просто перехожу в Premiere Pro и перекидываю все наши материалы. Вначале перекидываю озвучку, я сейчас просто вставлю все картинки и буду уже по секундам, как ChatGPT говорил, их обрезать. Да, в некоторые кадры я решила добавлять по несколько сразу картинок, потому что нужно в один кадр вставлять несколько файлов, чтобы это смотрелось хорошо. Ну что, короткометражка готова? Будем смотреть? Поставьте лайк этому видео и коммент. Ребят, поддержите нас, поддержите канал, чтобы мы снимали все больше классных роликов. И обязательно напишите, какие следующие ролики вы хотите видеть на нашем канале, чтобы я больше снимала то, чего хотите видеть вы. Смотрим? In a not-so-distant future where humans and AI live side by side, one human, let's call him Bob, and one AI robot, let's call it ART, have an unusual friendship. Every day, ART serves Bob breakfast, precisely at 6:30 a.m. Sadly, ART still hasn't mastered the art of not tripping over cords, and the art of tie-tying, not to mention the delicate art of plant watering, and of course, the simple art of serving coffee. Despite everything, Bob always stays patient. It's just a day in their unique life. Meanwhile, the AI cleaner does its job flawlessly. In the end, it's not about perfection, but companionship. Even if your companion is a clumsy robot named ART. И да, возможно, это не то, что мы ожидали, какой-то супер короткометражку, супер блокбастер, но здесь мы полагались только на AI. Я ничего не изменяла. Я не изменяла ни слова, я не изменяла ни секунды монтажа, я не изменяла какие-то вещи. То есть я просто, считай, сказала, вставила, сделала. Единственное, что что-то подкорректировала. И, по-моему, для вот такого результата хорошо. Но единственное, что мы можем знать, что AI вряд ли заменит творческие профессии, потому что все равно творчество есть творчество. И здесь есть очень намного больше нюансов, которые искусственный интеллект на данный момент не способен заменить. Все, всем покедова, хороших выходных, пока!